Привет, мой любитель бесплатного и полезного контента. Я продолжаю рубрику разбора коротких вертикальных видео. В этом ролике я расскажу, как сделать зеркальное панно. Любое зеркало, любое зеркальное панно, либо несколько зеркал, они визуально расширяют пространство. Какие материалы потребуются для зеркального панно? Во-первых, основная штука – это зеркала из IKEA, LOTS. Их продается 4 штуки в упаковке. Стоят они около 500 рублей за 4 штучки. Основанием для панно послужил лист арголита. Можно, конечно, использовать и фанеру, либо другой какой-то материал, который есть в свободном доступе. Он достаточно плотный и не играет особо винтом. То есть, если использовать фанеру, то 2-миллиметровая фанера, конечно, не подойдет. То есть, нужно что-то покрепче. Для рамок использован дюрополимерный молдинг. Это такой плинтус. Он похож на пенопласт, но по плотности он гораздо плотнее пенопласта, и поэтому он не такой ломкий, с ним работать гораздо удобнее. Но пилить его, конечно, сложнее. Можно, конечно, пилить там где-то в стусле, ножовкой. Я пилил на торцовке, это проще и быстрее намного. Клей для зеркал понадобится, он должен быть очень хороший, то есть обычные какие-то дешевые жидкие гвозди не подойдут. Это должен клей, который склеивает все со всем, потому что арголит, он гладкий материал, и зеркало тоже гладкое, и молдинги тоже гладкие. Также нужен баллончик аэрозольной краски, здесь черный матовый. Вы выбираете под свой интерьер и ваш вкус. Исходя из размеров зеркал и ширины самого молдинга, размер панно получился 161 сантиметр на 98. Ну, то есть, грубо говоря, это 1,5 метра. Тщательно все замерив, вымерив, я отрезал молдинги на торцовке. В первую очередь для того, чтобы сделать рамку панно, то есть внешнюю рамку. После того, как они наклеены, замеряются горизонтальные полоски молдинга. Когда они готовы, когда отрезаны они кладутся на арголит и кладутся уже вместе с зеркалами, чтобы они строго подходили в размер, то есть чтобы между ними не было никаких зазоров. Когда наклеены все горизонтальные полоски, можно замерить вертикальные кусочки, нарезать их соответствующее количество, чтобы зеркала можно было потом просто извлечь из ячейки, когда клеится молдинг. Мы догадались подложить пакет под зеркало, чтобы просто взять, потом поднять зеркало и убрать его. После того, как вот эта вот сетка из молдингов наклеена на лист, его можно покрасить. У нас черная матовая краска, процесс занимает пару минут. По поводу монтажа на стену я сознательно сильно не заморачивался. Можно было какую-то съемную конструкцию сделать, чтобы панно можно было повесить, снять. Но я просверлил 6 отверстий в листе арголита, разметил на стене, просверлил стену, забил дюбели. Ну и можно было крепить эту конструкцию. Зеркала наклеиваются все, кроме тех квадратов, где я сделал отверстие для крепежа. Когда зеркала наклеены, панель подняли и на саморезы через эти отверстия в дюбели прикрутил. То есть все просто. Ну и, соответственно, когда панель уже плотно висит на стене, доклеиваются последние недостающие 6 зеркал. Бюджет вот этого строительства меньше 5000 рублей. Насколько я знаю, там в Инстаграме некоторые люди предлагают там и по 50, по 70 тысяч сделать, слабать такую штуку. Но если есть желание, если есть необходимый инструмент, руки из того места, можно вполне за 5000 сделать это самому. Лайки. Если какие-то вопросы остались, как что сделать, пожалуйста, в комментариях пишите, я на них отвечу. Пока.